Привет из Сербии всем любителям двухколесной тяги. Вы на канале Двухколесный Пилигрим. Сегодня я вместе со своим алюминиевым другом отправляюсь из Нови Сада на Фрушку гору. Маршрут будет проходить через Петроворадин и Сремские Карловцы. Будет и немного крутой грунтовки. На горе поглядим на телебашню, памятник Свободе, а затем с ветерком спустимся с Иришкова Венца до Сремской Каменницы и через Петроворадин вернемся в Нови Сад. Весь путь составит 40-50 километров. Посмотрим, что из этого получится. Еду по Варадинскому мосту через Дунай. С правой стороны видна крепость, но на нее поедем в другой раз. Сегодня и без этого программа обширная. Утром машин почти нет, ехать легко и приятно. Солнце еще не припекает. Проезжаем ворота и едем по главной улице Прирадовичева. Дорога почти свободна, ехать очень комфортно. Днем трафик здесь довольно интенсивный и порой приходится останавливаться и пропускать большегрузы или длинные колонны. До Сремских Карловцев от Нового Сада примерно 10 километров. Всего ничего, учитывая, что дорога без подъемов и даже есть спуск. Небольшой участок под горку очень кстати. Силы еще пригодятся на крутых подъемах. Покидаем Петроворадин. Я почти в Карловцах. Сворачиваю в Карловцы, проезжая по Петроворадинской улице. Незначительный подъем, и вот нам открывается отличный вид на центральную часть города. Обожаю кататься по Сремским Карловцам. Это очень симпатичный колоритный городок, сохранивший старинный дух и знаменитый в числе прочего своими виноградниками и винными погребами. Здесь водится очень хорошее вино. Но сегодня мы не за ним сюда приехали. В центре есть что посмотреть, но у меня в планах отдельный фильм про Карловцы. Поэтому пролетаю его и еду в направлении Строжилова. Еще одна природная достопримечательность. О ней тоже расскажу в другой раз. Пейзаж меняется, появляются поля, сады, виноградники. Подъезжаю к предгорью Фрушки. Впереди почти 4 километра подъема, причем по грунтовке. Будет нелегко, но мы с другом осилим. И вот начинается самая тяжелая часть сегодняшнего путешествия. Я съехал на грунтовку. Ехать нелегко, подъем довольно крутой. Колеса порой пробуксовывают. Иногда приходится тащить велик на руках, потому что тронуться на таком уклоне не получается. Но любой подъем рано или поздно заканчивается. Дорога становится более пологой. На развилках сверяюсь с навигатором, чтобы не сбиться с маршрута.
Солнце поднимается выше, становится жарче, да еще и подъем подогревает основательно. Дорога уже совсем рядом, осталось всего ничего. После недолгого, но довольно тяжелого подъема выезжаю на дорогу. Ехать становится намного легче и приятнее. Плюс много деревьев, которые закрывают от солнца. После грунтовки подъемы на асфальте почти не ощущаются. А уж под горку ехать сплошное удовольствие. Езда с ветерком под горку – это одна из причин, по которым я изнуряю себя тяжелыми подъемами по раздолбанной грунтовке. Среди деревьев мелькнула телебашня. Значит, цель уже совсем рядом. Сворачиваем к башне на короткую видеосессию. Увы, она пострадала от бомбардировок в 1999 году. Сегодня башня используется как мачта для телекоммуникационного оборудования, тарелки, антенны мобильной связи. Ну что ж, на башню полюбовались, едем дальше. Следующая остановка – памятник Свободе. До него всего пара километров. Дорога просто супер, почти без подъемов и уже есть довольно продолжительные спуски. Памятник Свободе – одно из самых известных мест на Фрушке. Здесь почти всегда людно. Тем более, что рядом есть неплохие рестораны. Немного красивых, захватывающих дух ракурсов. На заднем плане виден Нови Сад. А это вид на противоположный склон Фрушки. Осталось совсем немного до Иришского Венца. С него почти до самой Сремской каменницы можно педали не крутить. Уже и здесь напрягаться не приходится. Иришский Венец. Конечная.
Теперь только вниз. Обожаю этот момент. Настоящее наслаждение. После тяжелого подъема, наконец, несколько километров ехать без напряжения. Слева тоннель показался, крутой спуск заканчивается. Спуск длинный, почти 4,5 километра. После него дорога становится более плоской, но все же с уклоном. Педали хоть и придется крутить, но с меньшими усилиями. Заезжаю в Каменницу. Еду в сторону центра. Еду по окраине Каменницы. Осталось совсем немного. Решил ехать через Каменничский парк. Спускаюсь к Дунаю. Отрезок от церкви до парка один из моих любимых. Даже не знаю почему. Может, всему виной Дунай. Ведь вода всегда украшает пейзаж и успокаивает. Вот и Каменничский парк. Сюда я езжу, когда хочется просто прокатиться на велике, без всяких физкультурных подвигов. У меня уже снято про него видео, осталось только смонтировать. Парк заканчивается у моста Свободы. Можно подняться на мост и заехать в город. Но у меня другой план, поеду через Петроворадин. На мосту интенсивный трафик, поэтому воздух слишком насыщен выхлопными газами. Мой путь проходит вдоль Дуная. Кажется, тут живут довольно зажиточные сербы. Такие виды не могут быть дешевыми. В конце этой дороги довольно крутой подъем. Последние метры еду на самой низкой передаче. Зато после подъема есть еще один спуск. Пропущу все машины и поеду вниз. Прямо по курсу и справа Петроворадинская крепость. А эта лодка справа – дело рук Йоко Оно. Этот путь немного длиннее, но красивее и интереснее. В конечном итоге мы снова оказываемся у Варадинского моста. Пересекаем Дунай, выезжаем на бульвар Михайла Пупина. Вот и все, почти дома.
Поездка получилась очень даже интересной, живописной и драйвовой. В итоге проехал чуть больше 42 километров. Неплохо, я считаю. Думаю, я заслужил бокал хорошего красного. Если видео вам понравилось, жмите палец вверх. Желаете поддержать канал финансово? В описании указаны способы это сделать. Спасибо всем, кто уже поддержал и поддерживает. И не боритесь с соблазнами творить добро, его никогда не бывает слишком много. До новых поездок и приключений на канале Двухколесный Пилигрим. Всего хорошего!